Мой дорогой друг, эта история началась много-много лет назад, когда мне было лет 16. Одним летним днем, перебирая книги на книжных полках голубой библиотеки, которая располагалась совсем недалеко от моего дома, я остановила свой выбор на одной захватывающей истории о несчастной любви красавицы Катрин к рыцарю Арно. Любви, полной недопонимания, страданий и препятствий, которые девушка преодолевала снова и снова, пытаясь обрести счастье с возлюбленным. Эта история состоит из 7 частей. Тогда в библиотеке я смогла найти только первые 3. И так и не узнала, был ли финал таким, каким хотела его видеть Катрин, и, конечно же, я всем сердцем переживаю за главную героиню. Года 2 назад в мою библиотеку совершенно случайно с книгами, которые мне отдали, чтобы спасти их от пункта приема макулатуры, попала та самая Катрин, которая оставила очень большой след в моей памяти. И я решила попробовать собрать всю серию книг. 2 книги уже были. 3-ю я нашла на куфоре, где ее продавала одна милая женщина совсем недорого. Конечно, можно было бы поискать в книжных магазинах. Но там книги довольно дорогие, а на свои мечты не всегда удается найти лишние деньги. Поэтому попытка собрать всю коллекцию книг застопорилась. Но об этом моем желании узнала Милана и со своей стипендией покупала мне в подарок книгу за книгой. Были собраны почти все, не хватало только 4-й части. Совсем потрепанную и за какие-то бешеные деньги, я строго-настрого запретила Милане покупать ее. Ну вот, на мой день рождения, который был 3 недели назад, ей все-таки удалось завершить эту историю счастливым финалом. Не знаю, где она ее нашла и за какие деньги, но я теперь с нетерпением жду поздней осени, когда все работы в саду будут завершены, и я с огромным удовольствием, сидя у теплой печки с потрескивающими поленьями, смогу отправиться в этот невероятный мир древних замков, прелестных дам и смелых рыцарей. Но это будет чуть позже. А пока сад цветет и светит солнце, нужно до конца насладиться каждым его лучиком и налюбоваться каждым цветком, который порадовал нас с вами своим появлением. Это шток-розы, второе название которых мальва. Эти цветы мы высевали вместе с вами этой весной. Это 2-летнее растение, и я ожидала его цветения только на следующий год. Но вот они решили не ждать. Цветы моего детства. Из них получались просто восхитительные бальные платья для цветочных куколок. Цветы этой мальвы довольно красивые, но я еще купила на маркетплейсе семена махровой шток-розы, которая, возможно, уже в следующем году расцветет в нашем саду. А вот левкои нас подвели. На упаковке была такая красота, а в реальности получилось что-то больше похожее на сорняк. Только один экземпляр был немного похож на то, что ожидалось увидеть на всех наших цветущих левкоях. Иберис ежевичные меренги. Несмотря на то, что в интернете было написано, что он не боится заморозков, это оказался единственный цветок, который смог их пережить. 2 розовые цинии, которым удалось спастись в теплице. Остальные тоже пострадали от весенних заморозков. После таких печалей я уже собиралась отказаться от посева и выращивания однолетних растений. Но этот просто невероятный львиный зев расцвел так восхитительно, что я забыла про все печали и следующей весной обязательно засею дюжину различных горшочков для рассады новыми экземплярами.
А в этом кусте уточка уселась на гнездо с яйцами. Но мне кажется, что у нее ничего не выйдет, так как каждый день она выкидывает из гнезда по одному протухшему яйцу. Думаю, что у нее ничего не получится. Не в этот раз. Наша маленькая коза. Уже пришла наша Джульетта. Саженец выглядит довольно крепким, с хорошей корневой системой. Будем надеяться, что ей понравится в нашем саду, и мы увидим ее прекрасное цветение. Также в этом месяце я купила 2 горшочка с можжевельником сорта Golden Joy. Такого веселого салатового оттенка, который планирую посадить перед кухонным окном и окном в мою комнату. Можжевельникам, которые там росли, уже стало тесно в ящиках, и они были пересажены в более комфортные условия. Мне нравились эти простые ящики с зеленоватым налетом мха, но они уже стали угрожающе дряхлыми, и поэтому пришло время заменить их на новые.
Возможно, весной мы подсадим к нему пару кустиков пеларгоний, пока он не заполнит собой хотя бы половину пространства. С первым вас днем осени, пусть она будет для вас самой теплой, самой красочной, той, которая оставит после себя только приятные воспоминания о самых уютных моментах.